В общем, здорово, Twitch, здорово, YouTube, здорово, Яндекс.Дзен, ну кто там в записи смотрит. Сейчас начнем смотреть трансляцию от Банжи. Что там у нас, они на нас выкинут с переводом, с комментариями, там, с шуточками, прибауточками и так далее, с афигами и с сюрпризиками, надеюсь, которые еще остались после всех сливов. А на стриме сейчас, наверное, особо сливы затрагивать не будем, чтобы магия какая-то сохранилась, но... одну инфу я вам все-таки скажу, да, посчитаю нужным сейчас. Вот кто будет смотреть в прямом эфире трансляцию, у нас есть такая команда, восклицательный знак Банжи. Она нужна для того, чтобы у вас было понимание, как связать свой аккаунт Твича с Банжи.нетом и как получить эмблемку, соответственно, которую Банжи будет раздавать в течение там получаса во время трансляции. Скорее всего, да, вот уже в чате я вижу набрали. Скорее всего, эмблемку будут раздавать, ну, в промежутке, да, когда будет основная конференция с 7 вечера до 7:45, потому что в 7:45 выключат серваки, выключат IP игры, и, соответственно, скорее всего, ну, привязка аккаунта работать не будет. Я, конечно, не уверен, что так будет, но мне кажется, что так будет. Поэтому будьте готовы, если что. Собственно... Осталось у нас 16 минут до старта, пришел. Там, скорее всего, у нас будут крутить какие-то арты, трейлеры, ну, не связанные никак с Lightfall и так далее. Но, может быть, что-нибудь прикольное будет. Так или иначе, будет прикольно заценить. Ну, а пока что посмотрим, что у нас тут еще пока... Что нас ожидает, в принципе, в сезоне. Ну, не в плане спойлеров, а то, что нам уже известно, в принципе. То, что Банжи там в предыдущих твабах писали. Тем временем у нас осталось 5 минут до начала. Но кто смотрит записи, все это действо, да, то стримеров можно поддержать либо подпиской на канал, либо прожатием колокольчика, либо лайком, либо комментарием, либо всем вместе, либо прохождением по всем ссылочкам в описании ролика, ну и через Бусти и через DonatPay. Если сумма увеличится в 10 раз, то можно будет попасть в один из следующих роликов. Ну что ж, тут вот у нас небольшой сливчик был. Особо, как бы сказать, ни на что не влияющий, но в принципе интересный. Ну, по крайней мере, для меня. Потому что вот тут на сайте Destiny Gamers X, да, вот выложили то, что у нас тут будет вот такая вот эмблемка получаться, да, за какое-то сезонное задание секретное. То есть награды Банжи, эмблемка, да, как внизу, так и как сверху, так и снизу. Она будет бесплатной, будет выдаваться за приобретение экзотической пушки. В чем прикол? Этот знак у нас был в первой части на одном экзотическом стволе, который назывался Инвектив. Это дробовик, который регенил патроны. Поэтому я очень жду эту пушку. Это был мой любимый шотик в первой части. Я бы с ним постоянно бегал, если кто-то старые стримы мои найдет. В чем, собственно, прикол? У него этот перк, Инвектив, да, собственно, он регенит патроны. Где-то фулл обойму в течение 20 секунд. Поэтому мне интересно, как Банжи его в игру вернут. И как переработают. И вообще, вернут ли. Но интересно, интересно. Это, по-моему, был скорострельный дробовик. То ли 140, то ли 90. И с функцией фулл авто. Поэтому прям ожидаю. Прям хотеть. Может быть, даже побегаю с ним чуть-чуть. Ну и тут вот у нас вкратце перечислено то, что у нас ожидает в сезоне. Да, какие у нас там изменения будут пушек. То есть баф скауток, баф автоматов, баф легких луков, глеф, гранатометов, лимонарха, тандерлорда, владыки грома, Акрии. Надеюсь, на Акрию там все катализатор вкачали. Вчера себя заставил все-таки это сделать. Ну и в принципе так вот по мелочи. Нерв волков, баф DMT, история мертвеца и так далее. В общем, ждем. Тем временем у нас осталось где-то 3 минутки. Опа. Пошло, пришел. Надеюсь, нормально слышно. Вселенная сделана из света и тьмы. Эти старые силы через всю Солнечную систему пролистаются. Но мы не всегда это знали. Когда странник прибыл в нашу Солнечную систему, он изменил все. Корабли, планету. Его присутствие повлияло на большие изменения. Терраформировали целую кучу лун.
Вроде эта катсцена уже была у нас. И продолжительность жизни увеличилась в 3 раза. И построили целую кучу городов. Это был наш золотой век. И как и все золотые века, ну, золотые времена, он был обречен. Прилетела тьма, древний враг. Древний враг странник. Ну, сюжетку всей Destiny рассказывают, по сути. Человечество потеряло все. Собрав последние силы, странник отпушил, ну, так сказать, оттолкнул врага и создал призраков. В темные времена коллапса они воскрешали достойных мертвых и делали из них стражей. Бессмертные воины, награжденные силой. Человечество столкнулось с большим количеством угроз в эти дни. Вторженцы из-за пределов Солнечной системы. Пираты. Падшие. Они все растащили, все остатки Золотого века. Кабалы военные. Завоеватели, короче. Улей. Эмиссары смерти питаются жизнью, по сути. И вексы. Странные машины. Хотели переделать наш мир в своем изображении. Они сражались друг с другом. И хаос вообще преобладал очень сильно. И потом со временем смогли соединиться и построили город под странником. Последнее безопасное место, прям как в Атаке Титанов. О, Аманда. Человечество жило в мире. Создали Экзо. Чудеса Золотого века и Эвокины. Те, кто живет, ну, пробудившиеся, те, кто живет между светом и тьмой. И с веками они заслужили титул Стражи. Титаны. Парагоны силы и отваги. Варлоки. Маги, тренируемые в заклинаниях. И охотники. Смелые путешественники. Ну. Вместе они сильнее. И теперь новая угроза идет к нам. Темный флот. Коллапс. Зов, так сказать. Короче, свидетель к нам придет. Голос во тьме. Но надежда не потеряна. И вы, стражи, восстаете каждый день, чтобы сформировать будущее нашей Солнечной системы и за пределами. Destiny 2. Ну, пока все, я так понял. Да, вот это надо не лайтсом показывать. Это прям хорошо. Это прям ставлю лайк. Ну и теперь у нас тут будут картинки вертеться. 54 минуты. Ожидайте. К чему катсценка? Это подводка к грядущим событиям. Ну, к тому, что на нас свидетель нападет, да, и что у нас будет в 18-м сезоне происходить и в следующем году. Кстати, мы уже на главной на Твиче. Всем привет. Тут у нас происходит Destiny 2, анонс нового сезона, который начнется буквально через
через 2 часа. И также будущего дополнения, которое у нас через полгода будет. Неизвестно, правда, как это мы будем в РФ, в Беларуси покупать, но я думаю, обходные пути мы найдем. А, они что-то говорить будут даже? Я думаю о себе как о страже, не только как о члене боевой группе, но как о лидере и о члене семьи. А, ну тут, блин, фрагменты какие-то со стримов показывают. Окей. Твиттер, Аки, энд Твич. Понятно, в общем, окей. Это у нас тут пока на фоне полежит, пока мы ждем основную конфу. Я пока почитаю, что вы тут написали. А ведь еще YouTube у них подкручен. Ну, народу сбежалось немало. В принципе, сколько? На Твиче их смотрит 141 тысяч человек. В принципе, неплохо. Да, жаришка попрет. Ник Вован. Окей, Вован. Привет, Лис. Привет, Рома. Переводчик 312, а то. Индикатора на странице банки нет. Учетка подключена. Так я говорю, это скорее всего в 7 вечера начнется, то есть через 50 минут. Привет, Мейсон. Всем здорово, ребят. Ну да, Химия. Ну, фуры, Йор. Писать на знак банжи, команда писать у меня в чате, да. Отсылка на отсылки. Что-то у нас еще есть. Ну, показывают из твиттера всякие изображения. Ожидаем. Так. Скиталец голоден. Что он будет кушать? Улей, скрибов, презренных или новую монархию? Что? У тебя есть какие-нибудь зацепки, спрашивает Финч. Где эмблема? Это знак банжи. Ага, короче, главное воспоминание — это клятва послушникового. У нашего товарища с Твиттера. Привет, Тапок. Привет, Кефирчик. Есть у кого шкала на эмблему? Ее, скорее всего, не будет до 7 вечера, ребят. Кетер, спасибо за подписку для Евгена. 157 уже, понимаю. Помню, там ниже трансляции должна быть опция включена Чтобы, а чего убрали? Угу. Жестко. Прикольно. Чач-гоу играть. Ничего важного не было, но была небольшая сюжетная катсценка, которая прям формирует настроение. Нам рассказали все, что было в Destiny от начала, ну, событий, когда мы встретились со странником, да, и до сегодняшнего дня прям. Это хорошо. Прям нормально. Нагнали. Ванлайч, спасибо за 9 месяцев. Destiny ha sido una increíble experiencia y me ha ayudado a escapar de mi realidad. Acá muchos me conocen por mi apodo, Deus. Y gracias a este personaje he sido capaz de hacer incontables amigos, vivir на иностранном языке, моя не понимать. И atesorar también momentos dentro de la comunidad. Да, ребят, по поводу количества зрителей есть команда «Высать на главное». Напоминаю, что кто захочет эмблемку банжи достать, убедитесь в том, что у вас аккаунт Твича связан с аккаунтом банжи. Классика взял, да. Сейчас читаем Манулов. О! Саундтрек пошел. Хотели бы мы этого или нет, но мы вступили в войну с кабалами. Но это когда вот мы летели в один из налетов. Прикольно. А, это они такие развлекательные викторины решили подрубить. По приколу.
Ну, сейчас да. Можно еще, в принципе, в игру зайти. Серваки выключат 7:45 как раз. Здорово, Коя. Ох, что-то реклама. Переводчик 312 сломался. Со спиртом Кера. Я там как-то 12 месяцев писался, ты ничего не сказал. Сори, если пропустил. Коя, спасибо большое за поддержку. Hi, my name is Пошел Lillian. I косплей. go by Lily Bean Cosplay on Instagram. Лили Бин. And I've been doing Destiny cosplay for 6 years. Дырявые I колодки started playing 312. Destiny in late 2015. А, или это джинсы. and Да, это I джинсы. just fell in love with the designs, Блин, the неплохо. characters in the Вот он, game, and косплей. I went to a local convention dressed as my hunter. From then, I kind of just wanted to keep going. I Привет, did a House Сокол. of Winter Fallen Drag, a Sweeperbot, Soraya Hawthorne, Anna О, Brand, здорово, Коля. my hunter character from Destiny 2. Ну, на самом деле, в последние месяцы, да, точнее, последние сезоны, мы в игру достаточно неплохо заходили. Кстати, по звуку, скажите, там все нормально? Трансляцию видно, слышно? Ну, их. Типа, мы там друг друга не перебиваем? Spider's associate costume. Окей. That's like a fully immersive costume. You can't see my face. I'm wearing a helmet and I have 2 extra arms. Savathun was part of the cosplay Cosmodrome event that Bungie did for Прикольно, Bungie Баклан. Day, and Поговорите, being able to иди, take a character я шаурму whose поел. design I wasn't super familiar with yet and create it in Что там real эмблемка? life Где? and Высотный then знак wear it Банжи, was команда. great. Кому There's so интересна many different эмблемка, groups сейчас within вот the как Destiny раз community. You have 47 минут artists, you есть, have чтобы всем этим musicians, озаботиться. streamers, gamers, and I think that's really special, just to be able to show, like, Задержка this is what между inspires вами? me, and this is what I'm gonna do to show that it inspires me. Со звуком норм. Я без задержки говорю сейчас? Раз, два, три. Привет, дед. Норм? Нормально? Окей. Вы там не пугайте. Привет, Маус. Привет, Гриш. Если кого-то пропустил, там, чей-то донат или чью-то подписку, то, сорян, я уведомление выключил, чтобы во время записи ролика, кто там будет смотреть, копирайты не словили. Ну, смотрим пока что на картиночки, кайфуем. 46 минут у нас осталось. Здорово, виден. Мама, я в телевизоре. Подскажи, в дропс заходишь в Банжи.нет, получить стимул или конкретно Банжи. Артас, там я прямую ссылочку прям сделал. Типа, ты там заходишь и буквально линкаешь свой аккаунт на Твиче. Все. Опа. Осуждаю, забаньте человечка, пожалуйста. Как настроение? Нормально. Пока что. Красивая эмблемка-то, ну, такая. Типа я даже когда пытался ее для смайла выделить, что-то как-то не получилось прикольно. Вот с эмблемкой за 2 подписки все нормально было, а тут как-то... Я Дэн из Red Kings. Ну вот, собственно, я запостил эмблемку. Ну или по команде «Высотный знак Банжи» можно посмотреть. А что с счетчиком зрителей? «Высотный знак» главная команда. Джон, когда ты ложился, тебя не слышно. Хорошо, не будем ложиться. Привет, таки что известно, какое будет оружие сезона? Краш, можешь посмотреть один из роликов по сливам, да, который я постил пару дней назад? Там все есть. По пушкам сезона. Ну, как, то, что известно пока что. Сейчас я стараюсь пока что особо ничего не спойлерить. Блин, реально 150 тысяч человек смотрят на эти картиночки. Стрим надо смотреть полчаса. Там полоска с дропсами появится, которая будет идентифицировать, что вы там получили, что не получили. Пожалуйста, Артас. Сапчат.
Сандра, спасибо за початный донат. Ой, громко. Absolute Dynamite. Всегда идем вперед. Если коротко, все есть видосики. Револьверов нету, да. Зачем там чат спамит дропс? Я не вижу пока. А, ну они думают команду какую-то выбить. Ну, там же им никто не объясняет, да, то, что, скорее всего, это начнется на официальной трансляции. Один думает, что уже сейчас есть. Но сейчас не обязательная часть стрима идет, поэтому ничего удивительного, что дропсов нету. Я думаю, они их включат как раз аккурат к старту основного стрима. Зачем баффать монарх? Ну, для ПВЕ. Ну, типа, я не против, там, чтобы у него не были патроны. Мой первый донат. Спасибо за контент. Ссылка, спасибо за 250 рублей. Спасибо за поддержку. Че, чат, от одного человечка 62 рубля, у стримера будет 312 рублей. А чё, кто-то сообщат включил? Или... А, медленный режим это вроде. Где посмотреть, что я подписан на Destiny через Twitch? Подписать на знак Банжи. Там у меня ссылочка есть также на официальное приложение Банжи на Твиче, чтобы можно было проверить привязку своего аккаунта. Как думаешь, отправить тебе посылку поделился как с королевой ведьмой? Не знаю, посмотрим. А, ты включил сообщат, говоришь? А кто-то заказал или что? Потрачено, привет. Привет, Артикс. Привет, Тимур. Это старый прикол Твича, на любой трансляции, когда есть дропс, надо писать дропс. А, ну я вместо этого написал команду Банжи. Ну тут нам всякие футажи еще показывают в процессе. Ну типа, вот это конец сюжетки Красной войны, кстати. Где мы даем звезделей голову первый раз. Привет, шутник. Глянту, спасибо за бачат. Take the time and guide me through being able to play a game and not try to rush me. Кетер, спасибо за 62 рубля. Как проверить, подключен Twitch Банжи? Ссылать на знак Банжи команды, ребят. Дочитайте, пожалуйста, то, что по команде было до конца. Спасибо. Медленный режим я включил, а Грин зачем-то включил сабчат. Понял. Фоступ, спасибо за шейк в чате. И за бачат на донат, и за водичку. Водичку, кстати, надо выпить. Мы можем сделать это вместе, получается. Это не насчет тебя, это насчет боевой группы. Не думай, что может быть сделать тебя боевая группа. Делай это сам. Джон, ставки на подтверждение слива будут приниматься? Кстати, да, надо бы сделать. Я думаю, запилим опрос, какой рейд все-таки будет у нас. Это основное. Да, сейчас сделаем, я думаю. Немного праздничное настроение. Привет, прилагал, давненько. Надо Twitch привязать, да. Джон, если смотреть, типа, дадут им лемку. Да, ребят, вся инфа по команде встать на знак Банжи. Привет всем. 312, так 312. Спасибо за 312 рублей. Спасибо за поддержку. Ай, обновись. Бурур, спасибо за 23 рубля. Зеро, спасибо за 150 рублей. Что за дропс, где должна появиться? Ребят, в
чате я уже 100 раз говорил, команда высылать на знак банжи. Если ее кто-то до этого написал, то можете просто проскроллить чат вверх и увидеть, чтобы не было спама. Привет, Корнификс, привет, Козябр. Приятного, спасибо. Так, хватит спамить, требуем за чат, пожалуйста. Завтра в Геншине такой же кайф будет. Где стрим идет, киньте ссылку. Я уже задолбался повторять про команду высылать на знак банжи. Кетер, спасибо за подписку для кадеина. Рейд будет падение короля. Ну, увидим. Почему нет полоски дропов? Потому что еще не началось. Опрос про рейды 100 пудов нужен. Сейчас сделаем. С коротой 100%. Привет, Метков. Стример меня игнорирует. Как получить? Блин. Пощадите. Дядя. Я не успеваю. Я, кажется, только сейчас добрался наконец-то до актуального чата. Ну, сейчас я никого не видел, чтобы кто-то спамил, кроме парочки человек. Токсик. LFG Group. Ипо, спасибо большое за 312 рублей. Забзан, спасибо за 100. Опа, ловлю. Спасибо, ребят. Господи, помогите. Буруру, спасибо за 23 рубля. Стример сейчас самого прошлого донат не прочел. Так, ну давай посмотрим, что там у тебя было. Здорово, передай привет Кириллу Бондаренко из Таганрога. Ну окей, Кирилл Бондаренко из Таганрога. Привет. О, Марсов. Почему не будет? Привет, Принтер. Можешь закрыть, можешь оставить, Петь. Привет, НПЛ. Спасибо за бачат на хайповоз. Изи, спасибо за бачат на донаты. Шутник сабмод включил, понимаю. Как задонатить? Высылать на знак донат, команда. Удачного стрима и всем зайти, спасибо. Где отслеживать дроп на странице? Красава, химия. На, арбуз. Арбуз себе поел уже, спасибо. Это сейчас будет у стрима 12120, да. Какие у тебя наушники? SteelSeries GameDAC Pro. Арбуз или не арбуз? Там сабчат включили? Ну включите, ребят. Врубай сабчат давай. Ну, раз заплатили, врубим, чего что. Hi, I'm Gray, or Gamer Girl Gray. I am an Привет, я Грей. content creator Привет, and Грей. community builder on Twitch with the motto Gaming for a Greater Good. I started my gaming journey in 2014 when two of my Так, best чат, friends gifted напоминаю, me что my если у first вас есть Xbox. какие-то вопросы по And I поводу distinctly дропсов, то есть remember команда finding «Высылать на Destiny знак банжи». and staying По up поводу in time to главной, play the у нас game. команда «Высылать на знак главная». Если у вас появились еще какие-то вопросы после того, как вы прочитали то, что написано в команде, прочитайте еще раз и до конца. Спасибо. Если кто-то до этого команду написал сверху, просто крутаните вверх чат и прочитайте. When I came out to my community, it was such a monumental feeling for me to be able to see all these people flock together to make me feel welcome and safe and included. That was a feeling Так, that сейчас, где это I want to включается? share with other people, this safe space. Опа, как же он полетел вниз. The charities are honestly a very big part of my stream because Эмблема I see my такой, команда content as a 312. means to an end, to fight for what's good А in the вдруг же world. он тоже был, но молчит? О, нет. Building a happy corner of the internet is just about being able to lift people up in the few hours that they spend with me, creating Так, вроде добрался something до that people feel границ чата. comfortable in. They feel А like то у they нас can как-то be their реально летел. authentic selves in. This game and this community constantly reminds me that we're not guardians just in name. We truly are bearers of light. Короче, это игрок, ребят. Пускай это будет игрок. Чтобы никого не обидеть. Это страж. Он один... страж, который один из нас является. Вот. Привет, Саня Миднай. В 7 вечера. Для подробностей высылать на знак банжи, команда.
Жарко. Сволочь, спасибо, что делаешь, это приятно. Хими, рассказывай, что там у тебя. Всех подошедшим здорово. Здорово, здорово. Заполните пустой бланк, что мне принеси. Тем временем у нас остается 33 минуты до старта трансляции. Не, у меня вентилятор стоит. Просто у нас сегодня аншлаг. Звучит как план, но я не хочу там еще больше лишних элементов на экран запихивать. Все, Джон, запускай первый достан. Подпевай с рейдов плюс чат. Джон, посмотри вебку. Жестко. СН-14, любимая птичка. Ответ голубь. Being a guardian to me has shown me how important it is to stand up for what's right and to Быть стражем для меня показало, что значит правда, а что значит нет. Bungie continues to do every single day. So thank you, Bungie, for being real life guardians to me and everyone else across the world. 8 вечера The way that петь. you stand up for social justice issues and Джон, make сделай sure that косплей на everyone in your свидетеля. circle is loved and cared for is truly inspiring. I know that it dictates the way that I live my life on a day-to-day basis. Привет, Thank you so косплей. much, and eyes up, Guardians. Так, Кер, можешь перестать спамить, пожалуйста? Запускаем гуся. Будешь стримить Gamescom сегодня? Не, мы будем играть. Какой Gamescom? О, из хрустального чертога картиночки. Пераудисиады. Короче, не ругаюсь. Будешь Кером, потому что у тебя ник очень опасный. Плюс звук. Ну или можешь переименоваться. Так, не надо запускать гусяту. Нет, мы не знаем тебя как Флэр. Сервера опять 2 часа ночи по Москве запустят. Ну, кстати, в прошлый раз пустили относительно быстро. Я где-то минут через 10 зашел. Кстати, да. Пока мы ждем, сейчас я запущу голосовалку. One of my friends suggested to me this program called Blender, and so I tried to learn it Я думаю, у нас даже две голосовалки будет. Первая по поводу этого, как его называют, по поводу того, какой будет рейд, а вторая по поводу того, через сколько меня пустят в игру. My brain says, hey, it would be really cool if we went to sleep. But instead, what if we thought about a new video to create? Hey, Bobby! Hey, Steven! Hey, The Bobby! future for Solar, I'm really excited. I'm working on a script and a whole plot, a series of videos. I'm really excited to create an actual cohesive storyline. So, turns out, Aldrin's sister was actually an evil possessed meatball that was controlled by a magical space dragon that was actually controlled by a hive queen. The Destiny community feels like a group of friends that you may not live in the same area, but every time you go back, it's like you never left. When you get to know the people that you're spending your time with, not only does it make every moment with them more valuable, but also you might find yourself going to one of their weddings 5 years from now, just because you decided to send them a friend request after they danced with you in a Crucible match. Are you really going to tell me? That looks more like the letter. 4 вариантика у нас. It blows me away just how dedicated Бур, спасибо people за are to 100 рублей. creating things Спасибо in за this поддержку. community. It's just so cool to see how passionate people are about Так, all сейчас of it. прочитаем, что ты написал. Варлоки, достаем сварочные маски. Что, Мария одна работает? Да тут у нас пара модеров есть. Привет, Мипа. Здорово, здорово. 1 час до конца сезона можно начать заваливать, да.
Да, ребят, стараемся вести себя прилично. Тут вас очень много сегодня, и мы можем не справляться. Какая же клевая паста, Вармань. Джон на стриме Банжи. Не играйте в это казино. Чел контент делает, красавчик. Ну, была она. Круто, Бука. Всем спасибо, ребят. Кто подходит, кому там в дальнейшем будет интересно Destiny, ну или мои стримы в целом, можно на канал зафоловиться, включить уведомления. Сейчас у нас тут пока что сабмод стоит, потому что нас много, а я один. И я не успеваю комментарии смотреть. Ио неплохо, да. 4,5 на машину поставил. Нормально. Поставлю 100 на Левиафан, хорош. Не знаю, может кто набаловался. Осталось полчаса. Против Кинсфол поставил 90к, жесткий. Привет, Фэйр. Прям как... Да, чё, действительно, принтер. Ну, я вот, став стримером, я наконец-то понял учителей в школе. Вот, им ученики годами говорят одно и то же, и годами пытаются их одними и теми же приколами, ну, так сказать, налюбить. А они это уже все наизусть выучили. И такие, ага, ну сейчас он применит вот эту комбинацию, а сейчас вот эту комбинацию. А сейчас я ему просто 2 влеплю и не буду разбираться. 10к на КФ. Просто ставки растут, казино, блин, преобладает. Хочу машину, но поставил на Кинсфол. Сколько же там народу ставит? Надо будет потом посмотреть. Что у нас происходит? Верю в четверг. Играть. Лям на Кинсфол жесткий. Препод 312. Погоняла призрака ворона, пулит порк. Окей, допустим. Врываемся, да. Unpelled, спасибо за бачат на Хайповос. Хайповос, правда, на кулдауне. Нормально, Старгет. 95%. Здорово, Стив. Ну, относительно, там был ролик 5-минутный, сюжетный. Ну и дальше просто у нас тут крутят картинки. И сейчас через 26 минут начнется основное шоу. 1,5 миллиона на Кинсфол. Жесткие. Жесть, реально. Блин, кто-то прям очень сильно наварится, если это будет на Кинсфол. Been in the Destiny community for like 8 years running, probably considered now considered a veteran. Жесть. And the fact that, you know, back in, you know, July 2014, I was curious about the game. I was curious about. Ну, рано пока еще про третий час стрима напоминать, но окей, допустим. Whether this is the game for me, and then to get to a point where I would, you know, get so many dungeon clears, raid clears, go. Рейды закрывает, данжи закрывает, вообще красавчик. Эмблемки будут по основной части тоже, да. Да, заказывали, Гриш. Да, этот ролик был вступительный для стражей. На самом деле, было бы неплохо, если бы этот ролик показывали всем тем, кто начинает сюжетку в Destiny. Надеюсь, это так будет со следующего сезона. Ну, кто, кстати, будет запись смотреть и потом зайдет в игру, там, впервые, вдруг там захочет ее там купить или просто ворваться, напишите, была ли эта катсцена в игре. Любопытно будет почитать. Там видос вышел в YouTube полчаса назад. Но они, наверное, этот отрывок выложили, который мы уже смотрели. Чаек заварил, красавчик. Какой-то странный Лик Смит. Кайфный мод подъехал. Угу. Этот ролик на православном выдержали? Прикольно. Так.
Ой. Что там у нас дальше? За гранью света, Европа. Прикольно. Пельмени, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Отключить сабмод. А что такое? Кто-то заказал выключение или что? Не пока, ну окей. Тогда пусть будет пока что. Ну просто там иначе очень много народу приходит, и кто-то начинает фигню всякую писать. Где смайлик? Какое имя нашего призрака? Так. А это интересно. А и что там? Какой был ответ, я пропустил. Как же он затирает. Призрак. Внезапно. ¿Sabéis qué forja verdaderamente a un guardián? Глеф, вошли в Los чат. compañeros que están a tu lado en cada aventura, ya sea tu escuadra o tu clan. Да, было el офигенно guardián сидеть va старый. más allá de uno mismo. Yo junto a mi clan he hecho Искорка. de todo, desde partidas privadas que acaban Как en ты познакомился в Destiny? Ну, бета-версию игры скачал и пошел играть. За первые полчаса понял, что я тут надолго. Ну, типа, до того, как я скачал бетку, я думал, что это очередной клон Хейла, ничем не интересный, потому что мне тогда игры от третьего лица в основном нравились, сюжетные. Не, рекорд, по-моему, где-то 6 тысяч был, дед, я точно не помню. Сейчас просто у нас тут Saints Row вышла, переиздание, все ее стримят, плюс еще Gamescom будет, поэтому у нас сегодня скромненько. 7 же было? Ну, может 7, кстати, я не помню точно. А, Бука, если есть ссылочка на эту новость, можешь скинуть? В личку мне потом. Ну да, саунд неплохой. Это, по-моему, было на старте этого Красной войны. Кер, спасибо, что делаешь чат, приятно. Какие игры играл до Destiny? Ну, как раз вот ту же самую Saints Row, там, 3-ю, 4-ю, 2-ю. В GTA-шки, в прототайпы, в Infamous. Ну, в общем, куча игр от третьего лица сюжетных. Saints Row сейчас в бете, релиз только через год. Блин, ну... Обидно, что старых персонажей нет, что новые какие-то непонятные. И то, что она выходит одновременно с новым сезоном в Destiny. Голосовалка все уже, ребят. Она была 5 минут. Да, 19 минут осталось. 51 секунда. Круто, Старгин. Ну, сейчас посмотрим, что у нас там было. 93% за Kingsfall, 1% за Левиафан, 3% за Wrath of the Machine, 3% за другой рейд. 1,7 миллиона яркой пыли на Kingsfall. Блин, если это будет не Kingsfall, кто-то сможет другую игру купить. Ну, когда-нибудь, может быть, если меня что-то заинтересует, Кер, то буду. Кроме Destiny.
Джон Чатик, запоминаем. В Стиме сейчас онлайн Destiny 2 45 тысяч. Сколько же будет после начала нового сезона? Окей. Ну, напишешь потом, я думаю. Если не сложно будет. Успею испарить пельмени, по идее, давай. Ну вот, третий счет мне очень части понравились. Да, в свое время. Во вторую я поиграл после третьего Сейнса, да, и... Точнее, после четвертого даже. Ну и она прикольная, но... Я на самом деле понял, что надо было сперва мне тогда, получается, в нее играть, а потом уже в третью, четвертую. Да, может быть, я бы и был на стороне тех фанатов, которые такие говорили. Нам нужно больше гангстеров, больше серьезности там и так далее. В Ассасинов нет. Последняя игра от Ubisoft, в которой я играл, это Принц Персии был третий. А, не, вру. Я играл немножко на PlayStation Vita в эту, как ее называют, в Libertation, или как она там называлась, где за мадамом мы гоняли. Ну, я там по первой локации прогулялся и вышел. В Outriders играл, видос даже есть на YouTube, прости господи. В колду играл только в бетке. Ну так, чуть-чуть. Liberation, да. Fallout играл, хотелось бы, не особо. Все буквы увидел, я потом посмотрю. Мои самые большие воспоминания об игре в Destiny. Очень много друзей сделал там. Again, happy Bungie Day to everybody, and hope everyone's having a great one, and I'll see you in the stars. Кеншин играл. Блин, а кто столько поставил, мне вот интересно. Обзор. Ну-ка. Типок поставил 196 тысяч, Мист поставил 175, Халч 170. А вы, ребята, отчаянные, конечно. Ну окей. О, комиксы. Интересно, а Зимослава будут какие-нибудь арты? Привет, я Тидж, как Дидж, только Тидж. Ну, принтер, инструкция как бы есть, чтобы к ним уйти на стрим и при этом остаться у меня. То есть, главное просто открыть их трансляцию позже, чем мою, и все. У вас появились дропсы. Dark Souls. Я играл в Bloodborne только. В Геншин не играл, Ведьмака 3-го нет. Мне Готики хватило. Вот Готика мне нравилась. Сперва я поиграл во вторую часть, потом в первую. Потом я попробовал поиграть в третью, проблевался и вышел. Как тебе, Вов? Я, короче, помню, у меня забавная история была. У меня одноклассники, целая куча, рубились в Вовку. И я такой смотрю на них и понимаю, да, то, что если я ворвусь в ММО, я там останусь надолго. Как в воду глядел. Так что в Вовку я не играл. Если это будет не Кинсфол, то Иван будет очень веселым, да уж. В Warcraft 3 нет. В Батлу нет. Half-Life, да. В Киберпанк играл чуть-чуть. 4 часа продержался. Когда стрим по бесконечному лету, фига себе. А ты человек культуры, я смотрю. Твинки, спасибо за байчат на донаты. Че, народ, от 3 человек по 104 рубля, у стримера будет 312 рублей. До голосования Кинсфол или Врат уже было, Алекс. Народ проголосовал. Там в течение 5 минут это было, но 1,7 миллиона поставили на Кинсфол. Представляете, я сейчас стримером Вов вместо Destiny 2. Вайон вообще не знаю, что это. Акина Сузуки, спасибо за бачат на донаты. Орик, спасибо. Надеюсь, правильно произнес. Спасибо за подписку. Добро пожаловать. Вместе будем ставить, телесить, блочить, бастионить и глефить. Тем временем нам продолжают показывать арты, Саватун и так далее. Романтик, спасибо за бачат на хайповоз.
5К зрителей тебе в курсе, красава. Твоя самая первая игра? Блин. Вот я помню, самая первая моя игра, там вот прямо с этими сюжеткой, с катсценами, ну, так сказать, в осознанном возрасте, да? Это был Человек-паук 2000-го. Вроде бы. Спасибо за 25 рублей. То есть я тогда немножко прифигел от того, что в игре могут быть катсцены. Так, минуточку. Джентл, спасибо, да, за 25 рублей. Привет, привет, Орик. Ну а так, я помню, какие-то гоночки были вроде. Когда мне было лет 6 или 7. Формула-1. GTA San Andreas, GTA-шка. Так, что это у нас тут? Куда это мы летим? Что-то как-то слишком пафосно. Чей-то фан-трейлер, походу. А, ну вот, понятно. Believe me, nightmare hunts give me quite the adrenaline rush, but my Twitter mention suggests you expect. Но это не то, во что мы играем, да. Карида, спасибо за 15 месяцев в Twitch Prime. Ссылку на стрим Банжи вы ссать на знак Банжи, ребят. Как в названии стрима написано. Типа, спасибо за 104 рубля. Да, вот. Ребят, записывай. Если до этого команду прожали, можно второй раз не прожимать. Из нормальных первая это Killzone 3, а я слышал, вторая неплохая. Hi, Mom and Dad. What I'm trying to say is, Destiny 2 is so much more than the game we see in trailers. While many joined for the fantasy, we found a home amongst its people. And in the end game, we stayed for the discos. Суперкорова, что это? Вопрос единственный. Черт, это будет так кринжово, когда они будут анонсы делать после всего, типа, эй, вы удивлены же? Ну, Банжи сами решили так делать. Ну, то есть, видимо, им виднее. Может быть, они подумали, что, ну, решили, что цифры продаж так будут лучше, хайпа будет больше и так далее. Спасибо, что присоединились к нам. Мы очень возбуждены. О, Лиана Руперт. Один из комьюнити-менеджеров, который, кстати, вот та самая мадама, которая твабы литературным языком очень мощно пишет. Как вы начали играть как игрок? 10 минут осталось. Хиппи. Сэм Боуман, дизайнер по системам. Можно сейчас посмотреть, кто делает нашу игру, ребят. Так, кто здесь? Джентл, спасибо за 150 рублей. Вот и чё. Спасибо. Вон он, ловите его. Это Day One, да, это поезд за Day One. Сегодня можно будет предзаказ сделать? А, хороший вопрос, по идее, да. А где родной DMG? А он на таких трансляциях обычно не присутствует. Кстати, я его вообще практически не вижу. Хотя он вроде последний раз, когда я про это узнавал, был в отпуске. Он любит рейтинг, он решатель проблем. Решала. Это очень выматывающе. И теперь это забавно. Колсамор, спасибо за бачат на донаты. Сеньор, спасибо за 7 месяцев. А, вот откуда это у них. Пейте воду, растягивайтесь. Хелли Броджет, маркетинг. А, слушайте, может быть, это она отвечает за то, как это все распространяется? Ну, типа,
Типа они почему-то решили, да, то, что если о старте сезона объявить за час до его выхода, да, это типа более хайпово будет, больше продажи будут, я не знаю. Привет, Влад. I'm on the same page. Yeah, I'm totally on the same page. Like the number one story for me around that is definitely Deepstone. Deepstone, like I played all the way through Deepstone with my clan, which was amazing. When you look back at the history of Destiny, there's so many moments like that, and I'm kind of interested on, is there any characters or story moments that really stick out to you from our history? Есть какие-нибудь персонажи, которые к вам привязались? When you are learning from it, like at least for me, I feel like the journey of Eris. From like Путешествие Эрис. being like, who are you? What are you doing here? Yeah, it's like. Понимаю. Реван, спасибо за подписку для Кари. Yeah, but I think like seeing where she is now and then how Это хиппи, да. like really helped everyone else. Like a lot of people. I'm a huge Zavala fan. I'm a Titan. It's just like in my blood. Менять so, цель. like, for me, like seeing Eris, like Давай all поменяем. these different characters, seeing Zavala come from where he is, which a lot of people, again, I know some folks that don't really like him that much, but to me, he always just seemed like a really, you know, a father figure who's trying his best for everyone. Zavala — это отцовская фигура у него была. Died, right? I think like, you know, people were like, what? Like Zavala, why aren't you doing this? XYZ. And then we got to learn more about him. So for me, Zavala is like number one. Like Для меня Zavala прям номер один. And then Eris and like her character arc, you're all insufferable to then like teaching everybody how to deal with their demons. Yeah. I think Водичка, давай выпьем. Kind of crazy. Incredible. Speaking to now, Невероятно, like, да, through да. season 17, how Eris, she's like one of the epitomes of grief in her whole story and how she evolved to something where she's like, Братюню продолжает задвигать про Эрис. on my own. 7 минут And to начнется see her хайп, уже да. evolve to a character that is like helping people go through their own grief. Осталось совсем чуть-чуть, ребят. What the heck? Like, how do you Банжи, do вот. And this? how Like, patient she was. Like the fact that like when Воу-воу-воу-воу. Pro would stumble or Zavala would stumble, she's Народу like, все больше. take a step back. 200 тысяч человек уже трансляцию Банжи смотрят. Exactly. I think what we've seen in the last couple of seasons of the incredible narrative team and just diving deeper into all of the characters, I think that's Ныряем one of my ниже, favorite ребят. things that we've seen from the kind of expansion from where we started to where we're at now is just that deeper dive. And I know kind of where we're going with things and just like the more that we're going to be able to dive into and hear characters' backstories and understand where they're Пельмени, coming from спасибо and за what 100 makes рублей. them. I Я think to тоже everyone's point, скинусь it just makes на it more булочку. than Спасибо большое. just a shooter game. You have that additional aspect of these incredible stories that we all Это не connect просто with in шутер, это different еще и ways. история, And it just ребят. makes it, it's the Bungie magic. Привет, it's the Игорь. space magic. It's the thing that like that 150к смотрит, потому что дропся. Ну, понятное дело, но все равно. And it all makes sense. Если людей интересует эмблемка в игре, то, скорее всего, они и в играть-то в нее будут. Так что это заинтересованные ребята, так или иначе. По той или иной причине. Просто я на самом деле сомневаюсь, что люди, да, которые пришли на трансляцию, да, вот, ради эмблемки чисто, они такие, так, сама трансляция с анонсом нового сезона и анонсом DLC мне не интересно. А вот эмблема... Ты попал в комнату к изумлению твоих действий. Getting into Bungie is interesting because I always wanted to be in tech. Готов к ожиданию, да. For Destiny specifically, Здорово, да, Игорь. every day, but I never Как really думаешь, thought Full of it Deluxe as нового a DLC place to work, сколько стоить будет? Ну, надеюсь, столько же. Вы посмотрите, как подписки летят на канале Банжи, ну, у меня начинается депрессия, когда я это вижу. Эмблема! Ты по меня описал. Да, спасибо за бачат на донаты. Кира, спасибо за рекламу в чате, сейчас включу. Ансабу, пардон. Меньше 5 минут до суеты. Space Magic! Я всегда играл за мага, поэтому я играл за варлока. Space Magic. Для меня эта игра означает многое. Там Дракман, конечно. Новый сезон уже сегодня, да. Привет, Кром. Работаю, все пропуская, ну, можно все равно эмблему получить. Если от трансляцию Банжи смотреть. Ну, мадама зачетная, да. Да не, вот это тоже ничего. Старгин, спасибо за бачаты на донаты. Что там у нас? Я со счета сбился.
Выполнили ли мы гол в 312? Как купить Lightfall? Пока никак. Ждем анонса. 211к зрителей. Жесть. Я в Вовке играл за Варлока, поэтому выбрал Варлока, потом понял, какой он раз создал. Ждем 312к. Карич, спасибо за байчат на донаты. Джентл, спасибо, что делаешь это приятно. Там еще на YouTube где-то 50к. Показали, что годного уже, но был трейлер на 5 минут сюжетный. Make the switch to something that I'm really passionate about and something that I love, because I think that's what makes work so magical is when you get to work on something you really care about and you really, really love and you feel passionate about. So that for me was the kind of thing that pushed me towards shooting my shot and taking my shot a couple years ago and making the switch over to Bungie, and it's been incredible. There's moments like this where it feels very surreal, where you're like, what is happening? This is very, very, just to have that, like, we all work at Bungie now. Like, we get to contribute to that thing that we all love so much, and that's incredible. Я ничего не пропустил. 3 минуты осталось, ребят. Да, вот это хиппи. I was rejected numerous times before finally getting that spot. And, you know, I know it breaks my heart because so many other people are in that same position, and then they stop chasing that dream, because, like, this isn't my first gaming job. I've been working in this industry for almost 20 years and as a journalist, and it was really scary to make that jump. I felt like it was right. I kept applying for narrative. And, you know, granted, I sent them not appropriate fan fiction as right. Как можно столько говорить ни о чем? Ну, им надо о чем-то говорить. Взял себе Варлока, так как два моих друга взяли Титана и Ханта, но и взял для красоты, но в итоге не пожалел Обри. Молодец. Но я обычно, когда меня спрашивают, какого персонажа брать, я говорю, создавайте всех троих, и тот, чей прыжок вам больше понравится, на том и играйте. Пиццфраг, спасибо за подписку для Алисалиса. Спасибо за поддержку. Ух ты. Алекс Инстаграм нашел мне. У кого есть VPN? Запрещен на территории РФ. Джон, через карту мир нельзя подписку оформить? Можно, но только через определенные карты. Через Тинькофф, через ВТБ, через Райфайзенбанк, Московский валютно-кредитный банк и через Киви. Да, Барон. Нет, не будем, Баклан, мы будем играть. Я потом в записи посмотрю. Ну, кому как на самом деле, Влад? Я вот за все эти годы убедился, что кому-то вообще совершенно не нравится прыжок охотника. Хоть у меня у самого охотник основной, чек на Киви. Так, 1 минута осталась. Привет, старый друг. Так, разгоняем хайп, ребят. А, ну это анонсирующий трейлер, который у нас до этого был. Так, ну на Киви 90 рублей вижу. Спасибо за контент, целую, обнимаю, Орлик. Спасибо. Через VPN врубайте Google контент. Минутка, да, 37 секунд, ребят. Что покажут новый подкласс? Так, готовимся к Кинсфолу. Вы чувствуете это напряжение в воздухе? Амасет, спасибо за Twitch Prime 2 раза. Тупо наводим суету. Тем временем у нас хайповозик уже. Так, 12 секунд. 10. 9. 8. Так, надо выпить. 6. 5. 4. 3. 1. Проверяем дропсы. Привет, стражи. Джастин Труман, Джо Блэкберн. Очень классно быть здесь. Менеджер и директор игры. Мы вам покажем Саватун. А, ну до этого показывали Тронный мир. Прошло нормальное время с того, как в Destiny вышел контент. Вышел Голохорн. Вы столкнулись с древним злом от королевы Улья.
И вы провели несколько недель, прочищая Левиафан. Прошлый год был лучшим годом, который мы имели в Destiny. Мои FPS в меню немножко не согласны, ну ладно. Мы не просто разработчики, мы тоже стражи. Мы пытаемся построить то, что мы будем любить, во что мы будем играть. Перед последним... Перед последней битвой между тьмой и светом. Это начало конца. Это Lightfall. Падение света. Короче, давайте. Так, неоновый город. Когда они видят этого славу, они придут за нами. Чтобы... Ух ты, это Калус! Это те, кто они есть, чтобы сохранить нам все вот эти неприятности. Пусть придут. Ну это... Свидетель был, да. Блин, нормально, это реально Калус? Как он выглядит? Что же они сделают потом? Синематики. Слоуму. Новый подкласс темный. Вообще ничего не разобрать, что они говорят, честно говоря. Какая же у него плетка, какие же у него кувалды в руках. Lightfall. Блин, реально в стилистике Mass Effect название. Предзаказы открыты. Джимми Майерс, директор по синематикам. It's all here, it's all happening now. Things are finally coming to a head. Thematically, we really have been honing in on that kind of bombastic, big set. 28 февраля, да? It's gonna be over the top action, adrenaline pumping, like the whole time. This is really kicking off the conclusion to the Light and Dark saga. Это запустит завершение саги Света и Тьмы. Ждали этого слишком долго. Нам тизерили эту персону на протяжении многого времени. And the witness is coming with its newly empowered disciple, Callus. И его послушный Калус тоже идет вместе со свидетелем. У них будет мощная армия. Будут мощные кабалы. А я-то на новую расу надеялся. Ну ладно. Калус станет, так сказать, всадником апокалипсиса, свидетеля. Everyone is coming to have a last stand with Callus and the witness to really avoid the next collapse, something that we've been trying to avoid ever since Destiny. Мы сразимся с ними, чтобы избежать следующего коллапса, то, чего мы пытались избежать с первого коллапса, и мы пытались избежать сливов. В общем, да, все это будет на Нептуне. Альтернативная версия человечества там процветает со времен коллапса. Гигантский город там будет. Пропустил название, честно говоря, города. Вот, спасибо за подписку. There's so much new stuff to discover in Neomuna and in Neptune. And also I saw some new characters there. I'm really excited to get to know Cloud Strikers. Много новых персонажей у нас тут будет. Господи, что это? Что это за египетский принц? Они оба защитники цивилизации.
it's their duty to protect humanity. Cloud Striders have chosen to protect Cloud their Striders. There's like an awesome opportunity for Почти the как Guardians to Outsiders. learn from the Cloud Striders and their way of living and their Короче, philosophy of небесные life. удары будут аналогами Стражей, я так понял. А, Cloud Striders, пардон, Cloud Striker перепутал. This green Outriders, да. energy. Воздушные гигачаты. Привет, Альберт. Strand is the Слышите, new Киберпанк darkness заиграл. power we discover here. Something that's unique about Strand, unlike any of these other powers we've ever had before. Ну да, сейчас говорят про новую способность, про Strand, не те. You are discovering this power for the first time. No one in the universe. Вы впервые обнаружите эту способность. Никто во вселенной до этого ее не щупал. Вы будете ее менять ей форму, манипулировать ею и веселиться. Блин, будет крюк, можно будет на нем прям летать. Our new foe, Callus and the Shadow Legion, paired with the Witness and a very brief glimpse at Strand, but that's just barely scratching the surface of what this release has to offer. Right, like what we've just seen in that trailer is just the tip of the iceberg, and we've got a whole lot more. Короче, они тут сейчас еще больше деталей нам расскажут, будем проверять. Я наконец-то буду домашним паучком. Привет, Андрей. Last year, we wanted to return to our studio's roots in creating some of the best shooter campaigns in the industry. Увидели ПВП с Человеком-пауком, видите. Блин, если на этой фигне реально можно будет летать, то это забей. And it's about more than just guns, but creating an adventure in a handcrafted world full of surprises. Ганстер, спасибо за 5 подписок. We added the legendary Привет. campaign option. Because great combat needs to challenge you, to test your thumb skill, your tactics. Nevermore, спасибо за We подписку. heard loud and clear that you want more of that. In fact, 2 out of Мы every услышали 3 вас, что вы players хотите who больше. completed the Witch Queen campaign did it on legendary. You tested yourself against the Witch Queen in her Мы услышали вас, что вы хотите сюжетку на легендарке. And then you let us know it was one of the best shooter experiences that we've И это был один из самых ваших лучших We want to экспириенсов. push that even further. We want to И мы give you хотим the это best в будущем Bungie немножко action развить. experience that we can create with the brand new Lightfall campaign. Будет новая сюжетка, какой никогда не было. Lightfall поменяет то, как вы там двигаетесь, стреляете, перемещаетесь, думаете, в общем, кайфуете. Ой, пошел Киберпанк. Да ладно, смог. Спасибо большое, Ганстер, красава. This is a city that we've made, and using Strand to traverse through it and explore it, it's going to be so Это город, exciting. который мы создали, и использовать нити, чтобы путешествовать по нему, это будет круто. Блин, это реально в геймплее будет. Можно будет на этих нитях перемещаться. Тупо. Я Человек-паук в Киберпанке Mass Effect'овском. Neptune now has to deal with the cloak being pulled back and them being revealed to the world and are now central of the conflict. Callus has taken his capital Блин, а ship дропсы-то работают? planted it Я right что-то не вижу, down in честно part of the говоря. city, and it's Cabal-occupied territory. It's a city under siege. You've got this infiltrator vibe at times where you feel like a tactical team going into a skyscraper. You're dealing with Cabal roadblocks and patrols all throughout the city. Понимаю, Сандра. То есть это что, типа переподключить надо, хочешь сказать? Brute strength. They're all about like volatility and power. Обновить, может быть? And they've been enhanced now by pyramid technology. Работает, перезайди на трансляцию. That can take away some of your super, take away some of your abilities. And then they fight alongside these terrifying pyramid units called tormentors. As part of his discipleship to witness, Callus has been upgraded. And so the tormentors that Ай-яй-яй-яй-яй-яй, are these impossibly huge, Да, закрыть. unstoppable behemoths. They wield scythes. Да, They вот, can вижу, attack from a дропс. distance. Перезайдите, They can вот, bring you in ребят. close. They can drain Вот она у your меня very life появилась. force from you. They Let's are go. basically embodiments of terror. It's like a boss character within the battlefield. Your stomach drops. You're like, okay, Что ты делаешь? Пытаюсь получить эмблему. popping heads, doing this thing, and then boom, there it is. На свой аватар Твича зайти. Ну вот она у меня тут есть. All the new stuff going into the game. Strand, Tormentors. Продолжайте в том же духе. Все, нормально работает. Ладно, мы тут на нитях летаем. Нажми подробно, там увидишь.
challenging level of difficulty for players. The Legendary campaign was a huge hit coming out of the Witch Queen. It was the first time we had done that sort of elected difficulty where you could really test your Если что, skill перезаход не and нужен, test но your вот у меня power. не было, пока And so we're не gonna bring that появилось. back for Lightfall. Of course, you're still going to have that higher reward Платформа tier, and сама we still выбирает wanna make гангстера. sure Ну that ты you можешь get that inside track towards прицельно being дарить raid одну ready. подписку кому-нибудь. А там обязательно дропс писать? Нет. Ну я сейчас просто страницу обновил. Putting in the details and making this whole release come alive and continue to surprise and delight players. I am so excited to get this out. Lightfall is unlike anything players have seen before in Destiny. О, новые пушки And it's another показывает. step that sends you hurtling to the Lightfall — это conclusion то, что of вы the не Light видели and до Dark этого в saga. Destiny. Блин, как же он достал меня тегать. Да, подключено, все на месте у меня. Come on. Amazing. I'm super excited to dive into Strand and talk about all the new stuff that we just saw. Strand, like Stasis, is a power from the darkness. Unlike our light abilities, which are all about creation, darkness is more about consciousness. Strand is psychic energy that forms this extra dimension, or this sort of matrix that connects everything together. Connects all living beings and all minds. Короче, нити соединяют все живые существа вместе. Это как сила. Ну, Стрэнд, в смысле, новая способность это. Ага, то есть вы там в другую вселенную отправляетесь и вытягиваете оттуда эти нити, эти возможности. Когда стражи учатся пользоваться нитями этими, у них как будто третий глаз, как у Доктора Стрэнджа, открывается. И они смогут с объектами делать разные. То есть у кого плетка появится, у кого руки, у кого там крюк и так далее. Зеленая чакра, да. Теория струн от банда. Since you're seeing into this cosmic web, you are able to grapple at any point because the cosmic web. Можно за что угодно, сука, зацепиться, даже за проезжающий поезд. Блин, вот это зашибись. Это я уже хочу. Дайте. Зачем нужен Человек-паук? У нас есть Destiny. Тупо продано. Новая раса же будет. Кабалы, Вексы, чё, где? Что-то ты с задержкой смотришь, Лёш. So we made the call to expand this super cool new ability across all three classes. On the design side, we wanted to за другого чела можно будет спонсить, надеюсь. Это будет крах, потому что нужно будет лишнюю кнопку ставить. Ну, кстати, а любопытно, на какую кнопку это будет реально. Может быть, можно будет забрать что-нибудь. Короче, телепатически можно будет пользоваться этими струнами. Это ульта на охотнике, как я понял, да? Новая форма. Так, на Титане можно будет использовать эти мечи и резать все вокруг. Блин, кого-то это мне напоминает. Из прототайпа. А, это был Варлок первый. Там БДСМ, охотник БДСМ. Терминатор. Сказали же, Тормента, круто. Но мы тут просто с дропсами разбирались, поэтому прослушался. Но новая раса — это хорошо. Окей. Build crafting. We put that all into Strand, and I'm so excited to see where players take it once it's out. Можно будет забираться, куда невозможно забираться. А PvP будут какие? Хороший вопрос. Наверное, да. Блин, если это будет PvP, то это же забей. О! Когда PvP будут нерфить миссии. Destiny is a game that gets even better when you play with your friends. We want to create communities that are welcoming, inclusive. Мы хотим создать комьюнити, которые будут дружелюбными и инклюзивными. 5 миллионов новых стражей соединились с нами. Стрэнджер, спасибо за 9 месяцев. And the things that you want to see us improve in Destiny are also exactly what's going to make it easier to convince your friends to come and check out the game. It should be easier to create custom, incredible builds.
easier to find people to play Будет with. проще создать Easier билды. to swap from being that boss melting, Менять storm chaser wielding, персонажей. star juggernaut, right into that ultimate yeehawing, dead man's tail shooting, Titan's rampart История crushing мертвеца показывает. And if none of what Joe just said makes sense to you, we want to fix that too. Because it's not about removing the depth that makes Destiny so great. It's instead about allowing everyone купи Человека-паука, у to нас есть dive Человек-паук deeper дома. with ease. Так, что там дальше у нас идет? The changes we're making to make Destiny easier to come into, changes to how you build your characters, changes to how you see what there is to do, то, что они говорили ранее, ладауты можно будет прям в игре менять. То есть они встраивают Destiny Item Manager в игру спустя 8 лет. All the teams are working together to build this experience, and so that's what's really exciting. FPS починит. FPS просто на дно опустится после этого, я чувствую прям. Дим не нужен, да. Сохранение ладаутов не в Диме. Мы дожили, да, ребят. Так, что у меня там? Дропсов я что-то не вижу. Ладно. Involves other guardians and what they think about you. That is just a whole new dimension of your journey through Destiny that we've never really explored before. Зерож, спасибо за 100 When you рублей. show up in the tower and you see that person who's at one of the highest ranks, Спунер, you're спасибо за going to 11 know that месяцев. you're looking at a player Привет, who's Феникс. actually really demonstrated mastery of many of the different activities in Destiny. Not just from our perspective, but from the perspective of other players. Some of the higher Guardian ranks will actually be asking for you to step up, to actually rise to the occasion and prove to other Guardians that you are a strong player and a strong leader. 56% от 30 минут у меня. A lot of people have groups that they already play with, but this will really provide people the opportunity to be recognized for helping other people learn the game, but also provide more people to play with on a regular basis. In the year of Lightfall, we're going to actually be investing in building a looking for Парагон это они так изменили, Light itself. Ой, LFG. LFG еще в игре будет. В 2023 году придет. I'm so excited about being able to form groups in the next coming year Бесконечная прокачка. It can be really hard to get through some of the hard content solo, and making it so much easier to find people to play with is just going to make getting into Destiny and doing Неужели они решили встроить Дим в игру, LFG в игру? Господи, FPS же точно, блин. Все, я буду заходить в меню, у меня будет одна штучка. Тупо слайд-шоу. These are players who are new to the activity. I want to take them for that first raid. LFG looking for group, то есть ищу группу, буквальный перевод. Слушай, ну молодцы. Ну молодцы, вот только смогут ли они это оптимизировать все? Вот у меня вот насчет этого опасения. Можно еще сделать так, чтобы контракты покупать с орбиты. Поиск группы в игре прямо, да, будет. So commendations is a feature that you'll experience towards the end of an activity. So you end the activity now and you get to see the screen that has all the people you played with. You can click on one of the guardians and choose what можно видеть, с кем ты до этого играл, и как в картах их выбирать. Were they fun to play with? То есть, типа, каждому можно будет рейтинг давать. Насколько он сильный, насколько он прикольный, насколько он лидер. Ничего себе! То есть заранее уже можно будет видеть, кто токсик. Или кому накрутят. Понимаю. А что, так можно было? Где можно посмотреть, вот тут Петронка запостил. Дропс в инвентаре. With a system like LFG, you're making it so that more people can get that experience started than ever before. Both the loadout screen and the mod manager are in-game loadout и менеджер. The mod manager is meant to make build construction in Destiny a lot easier. We all love our fashion game. Fashion game's amazing. Мы все любим показ мод в игре. И билдкрафт тоже. You can go to and do your entire loadout for your character. Можно полностью сделать лоадаут на своего персонажа.
Ага. Можно будет прямо в игре менять, переходя из активности в активность. Nevermore, спасибо за 50 рублей. Сори, сообщение пока не могу прочитать. Все по поводу ранков, сближения игроков и так далее. Прикольно, прикольно. So today, we are also launching a brand new season of Destiny 2. And as we've Дропы доступны на всех каналах, которые сейчас стримят Destiny 2 до 21:30. Ничего себе. Торментор с новой расой противников. Но, надеюсь, еще расскажут про них. Просто пропустил до этого. Короче, история будет каждую неделю какая-то новая по сюжетке. Поднимают планку нарративного сюжета. Неожиданные приключения будут создавать. И мы хотим слушать и учиться у вас, чтобы создать более сильные сезоны. Свидетель грядет, и мы хотим выжить. В игре прям будет, да, спойлер. Можно будет менять шмотки и пушки. Season of the Plunder, понятно. Сезон грабителя. Эрамис освободилась. Это уже 18-й сезон, то, что у нас сейчас будет через час. Пираты. Скиталец. Да ладно, он жив! Он жив, ребята! Кто скучал по пауку? Давайте покажем этим пиратам. Я знал, я верил, он вернулся. Бухаем. О, ульта! Электрическая ульта у охотника сейчас показали. Подожди, это что такое? Новая линейка. Она снова электрическая. Понимаю. Шотик. О, торпеда Варлока. Милишка Титана. Ульта охотника. Да, его копье это все-таки можно будет бросать. Это будет не как у Варлока меч на кладезе. Так, море звезд. Локация новая. Да ладно. Он сейчас повайбил по Джеку Воробью, я так понял, да? Блин, реально это Пираты Карибского моря тупо первая часть. Окей. С 23 августа по 6 декабря сезон. Насчет чего вы там возбуждены больше всего? Насчет следующего сезона. Хейда покажем. Ребят, если кто-то подписку подарил там или пиццы, я не заметил, то сорян. And then we're also learning a lot of things about some of our favorite characters. We're gonna have an adventure this season. У нас будет приключение в этом сезоне. Сезон грабителя запускается с освобождения Эрамис. Она соединяет кабалов вместе. Стражам ее снова придется остановить. Надо будет собрать свою команду и отправиться вплавь. Блин, это... У него на спутных берегах локация сохранилась, получается? За тебя, капитан. Это начало сезона грабителя. Надо будет составить экипаж, нужно будет собрать команду и отправиться на дело. Ее хухой бутылка рома. Ага, скиталец вам передаст ключи к вашему личному кораблю Кетчи. Я так возбуждена. Много активностей будет новых в этом сезоне. Короче, падение корабля Кетча будет активность одна из них. Надо будет бомбить корабли из торпед.
just like seeing Catch Crash through the different iterations, like fighting on the deck of the ship. You get to become your own ammunition and launch yourself from a cannon to the other ship. Можно будет запустить себя so you're gonna go mess them up. на другой корабль через пушку. The second big activity we have coming this season is called Expedition. Экспедиция будет второй активностью. You're going to be guiding a massive drill that's looking for this buried, hidden pirate treasure, and you're going to have to be надо fending будет off of скрытые all these сокровища pirate искать. crews trying to protect their hoards. И надо будет это все сверлить. And then our final new activity coming this season is what we're calling pirate hideouts. We have so many, like, И новая активность, которая придет в этом сезоне, это пиратские убежища. Пиратские лорды. Where they're hoarding all of their amazing treasures and their mysterious relics. These relics are Мистические mysterious релики. objects of dark power, and they're all over the system. Они обладают We don't know темной exactly what силой. it is they do yet, but if Aramis is trying to collect them, it's nothing good. Если Эрамис хочет их приобрести, значит ничего хорошего. Обновление электричества 3.0. Что у нас там будет? Будет простое электрическое оружие, которое мы сграбили у противника. Но электричество 3.0 бесплатное для всех игроков, понятно. Короче, надо будет кнопку V удерживать. Охотник по поводу ближнего боя, все. Where you summon your arc staff, like twirl it above your head and launch it out, and then it will embed into the ground or into like bosses or mini bosses or champions. Можно либо мобов контрить, можно либо босса дамажить. Блин, прикольно, она у него застряла в животе. Ну и передаваться противникам будет по земле. Ну что ж, у электричества охотника наконец-то появилось. А у Ева урон. Where you consume your grenade and it'll make a what we call a sentient arc soul that fires Про варваров faster. сейчас говорят, Gateway Artist, специалист по побегам, можно будет гранату съесть и бегать с ней, но это у нас уже было. Anytime you are amplified, any arc soul you have from any source will become the supercharged version that will fire off just rapid fire bolts. Короче, любая версия вот заряженного вот этого шарика будет долбить нормально. Титаны — это неостановимые поезда прям. Something that we felt like is going to be competitive in this new environment of air dodges and air slams. That's a new ability called Thruster. It's all in first person. It's all very much in the heat of the moment you see it happen. Its whole property is like rushdown or getaway. It's a movement tool to the max. There's going to be this new melee ability called Thunderclap, which is like an amazing thing where he like charges his fist all super flashy. It's our first ever charge melee. So все равно куча прикольных моментов есть. Cocks back and charges up. You'll end up doing more damage and getting a little они more не range. слили, хотя не, подожди. Зим в игре и LFG в игре, ну было что-то, но как-то не особо на это внимание заостряли. Почти сохранили в секрете. Это то, как выглядит милишка, заряженная у титанов в ПВП. То есть просто постоял за углом, за баррикадой, зарядил, и на тебя кто-то побежал и прожал. И ваншотнул. What I'm most excited about in Season of Plunder is that Окей, this is really a season that has a sense спасибо, of удружили. adventure. You're exploring the system, you're looking for pirate treasure, pirate relics. You're seeing the world evolve in a way we haven't done before. I love that the activities in the season, like we just leaned really hard into the pirate fancies. I love that we have your own catch. I love that you're tracking down buried treasure and then going after the pirate leaders in their caves. The interesting thing about Destiny is we're not just a fantasy game or sci-fi game. We're kind of a blend of both. We take inspiration when we say pirates. It's old world pirates that you would see traditionally back in the 70s. Просто титаны, ваншотящие, крюки, блин, на всех персонажах потом в Lightfall будут. Ever seen before. It's just like end to end, just really это плазменка? spirit of like the pirate adventure, and let's also make it so that new players coming in can actually Я-то думал, это линейка. The gift of the Thunder Gods is a starter kit. It's a set of armor, it's a Thunderlord exotic Я уже писал, что weapon. плазму, я пропустил. So jump in, join your Thunderlord, friends, владыка грома. set sail, become the captain, and build your crew today. Ну да, луч у нее прям плотный, прям thick. Или тик, ну вы поняли. О, Орикс, понятно. Кинсфол возвращается. Бесплатно для всех игроков. Ну, раздача яркой пыли происходит, ребят.
Кто-то там голосовал за что-то другое. О! Я получил дропс. Получить. Давай, нажимаю. Награда ваша. Теперь можно похвастаться. Скажите о ваших... Ага. Привяжите учетную запись, чтобы получить. Ну-ка. Ну, потом будем смотреть, что у нас здесь. Ну, это... Погоди, ретейкс Хистрон. О, Орикс. Привет. Давно не виделись. Да, 26 августа, 8 вечера. Завершай, да, Лёш. Как он резнулся, ну, увидим, да. Мои соболезнования тем, кто голосовал не за Kingsfall. So, we've shown you Lightfall. We've shown you the new damage type, Strand. We've shown you some of the deeper changes to the game. Мы показали вам изменения нити, показали внутренние ловжи, показали Дим. Destiny is coming to the Epic Game Store. Destiny в Epic Game Store. Это тоже подтвердилось, ребят. Ребят, мы сможем нормально купить Destiny. When we first started working with Epic, we sat down and talked about the impact that their games have had on us. And they had a bunch of the same stories for us. They shared stories about playing the Vault of Glass and how much they enjoy the social Epic Game Store вроде работает в России нормально, да? Ну, там как-то можно вроде покупать. Блин, придется ее ставить, что ли? Да, работает. Джон, что по лицу? Я не хотел Epic Game Store скачивать. Что ты там говоришь? А что я говорил? Коллапс с фоточкой. Ну я шапочку из фольги на себя надевал, типа, что это все может неправда оказаться. Можно их соло. Поговорите о еде, а шаурму поелся. Последний город. Что-то еще нам покажут. Fortnite. Destiny 2 же присоединяется к Epic Game Store. Господи, как они выглядят стрёмно в Fortnite. Новая косметика. Full Guys там еще есть. Понимаю, понимаю. Let's go, let's go. Хайп из Рил, ребятки! То, что мы заслужили. Просто палим из всех пушек. Бесплатный anniversary пак. Это просто офигенно. Это лучшее, что могло быть. Это так хорошо. Расчехляем гайд по Kingsfall, ребят. Рассказывают нам сейчас историю света и тьмы. То, что мы дойдем сейчас через Lightfall до Final Shape, и там будет просто дикий, лютый замес вселенского масштаба. Угроза уровня Мстителей тупо. В Epic Games добавили вроде уже сегодня. Since we first communed with the darkness on the moon, to be fully playable, start to finish. And we're happy to announce today. А 30-летие бесплатно будет, да? Больше не будет сансета дополнений. We want the Destiny universe to grow. Мы хотим, чтобы вселенная росла. Everything that we can behind the scenes to keep that possible within our game engine. But enough about the distant future. Let's talk about today. Да, 30-летие будет бесплатно, короче. Паука не купить в Эпике? Yes. Ну, не удалят, да. Все дополнения Destiny, которые вышли до этого момента, будут бесплатными. Королева-ведьма в том числе. Ребят, сейчас по вопросу, как мы приобретем DLC. Можно будет всем потом через год говорить спасибо за бета-тест, да. Актуально DLC, правда, придется покупать все равно.
Предзаказ Lightfall уже доступен, ребят. Ну, для тех, кто сможет купить. Ограничено по времени пишут, окей. Это на время. А, понял. Все, молчу тогда. Это временно. Я куплю. На неделю все бесплатно. Пошел трейлер снова опять. А как купить? Ну, ищем предзаказ в сети, ребят. Оформляем через Турцию. Пираты. Fortnite, Epic Game Store, Fall Guys. Гайд будет? Гайд к Кинсфолу есть уже. В итоге Кинсфол будет, да. Ребят, кто вдруг не видел серию роликов моих по Ориксу, вот, из первой части, там их 5 штук, по 20 минут. Угощайтесь. Ссылочку в чате запостил. Ну, тут говорят, что бесплатные DLC будут временными. Оговариваемся. Ну, шоу-кейс закончился. Так. Осталось 24 минуты до старта нового сезона. Никакой контент больше не будет перенесен в хранилище. Можно будет летать на нитях, как Человек-паук в Lightfall. А Destiny Item Manager появится в игре. LFG появится в игре. FPS уйдут из игры нафиг. Ну, ждем теперь патчноут. Что там, есть какие-то промо-материалы еще? Если есть, ребят, можно в личку вкинуть. Покажем на стриме. Сейчас. На каком моменте была показана новая раса? Хочу посмотреть. Которая будет в Lightfall. Destiny Showcase begins in 0057. Что? Ну, подождем. Ладно, что это у них там? Да не было новой. Она вроде даже как-то говорили, что называется. Мы бы там просто с друпсами долбились. Они отключили награды банжи, потому что эмблему нельзя забрать. ФП за серебро купить можно. Да хоть как-то, я уже не знаю, блин. Пост-шоу начнется. А, понял. Интервью-сессия. Ну, посмотрим, окей. Да вроде те же кабалы и все. А, ну или может быть, вот эти кабалы, которые старая раса, да, будут добавлены как новая раса и будут называться, типа, по-новому. Обновление будет в 8 вечера. 2 будет в четверг, как обычно. Типа как Сияющий Улей, да. Новая раса — это люди из Киберпанка. А я-то думал, я что-то пропустил. Получается, мы ничего не пропустили. Ну, мне написали, что я уже, типа, получил. Награда ваша, теперь вы можете похвастаться. Так, описание этого дропа. Так, подключить. Ну. Так, Twitch. А, стоп, не то. О, блин, ребят, реально, я сейчас захожу в этот, на сайт Банжи, и там Epic Game Store появился. Hey Guardians, and welcome to the Destiny 2 Showcase post-show. Добро пожаловать на пост-шоу. Лиана Руперт успела переодеться и сменить прическу, прикиньте. И готова поделиться с вами еще больше подробностями. Arc 3.0, we've got space pirates, we finally have drifters saying more than 2 words. Будет гайдка через Турцию Дустан заказать. Ну, есть высотный знак мнения в онлайн. Команда. I'm doing great. Thanks for having me. It's отключили цифровые награды. Like you said, смотри Russian трейлеры. We got Arc 3.0, we got Lightfall. Ну ща, может они что-то скажут еще. To talk about. I can't wait to dive into it and just go over everything. Go ahead and give us your best. Нет, они смогут поиграть, Янфи, и потом все.
gonna be great. We've got some deep dives with some of the developers that are responsible for the beautiful world of Destiny. We've also got a live gameplay stream later on with some of the team as well. Как вы заберете, если сайт лежит? Действительно. Ну, я говорил, да, то, что до 45 минут вырубят. С 19 до 45 была возможность залутаться. Сейчас даже 19:40 нет, а сайт уже лежит. Эта система временно закрыта на техобслуживание. Так, обсудим. Страница сезона на сайте есть, но не работает. Ру-трейлеры выложили, ну потом заценим, да. Можешь мне в личку Мэри скинуть, посмотрю потом. Открою на стриме. Джон, поподробнее по бесплатным DLC. Ну, в течение недели, как я понял, будет доступно с сегодняшнего дня, чтобы ознакомиться. Банжи, короче, решили вообще по всем пройтись. Fortnite, Epic Games Store, там, Fall Guys, бесплатная неделя. Все, блин, тупо купите! Поиграйте! Зайдите! Если вы, конечно, не в России и в Беларуси. I'm Taylor. I am the senior test lead for. У Банжи упал сервис, привязка к случайной эмблемы, заработал с исчез, заберем потом. Ну да, у меня была надпись, что я ее получил, так что окей, я подожду, мне пофиг. Главное, что все нормально. Валака сейчас включу. Всем привет, я креативный директор Destiny. Привет, креативный директор Destiny. Мы все поимели хорошее время, давайте поговорим. А о чем говорить-то будем? А, это Джо Блэберман сидит. Слева. Он так круто выглядит. Я очень возбуждена. 4700 делюкс стоит? Погнали трейлеры смотреть. Very nature ascendant, and I think I'm really excited to just see what a. Я очень возбуждена все это дело посмотреть. Короче, давайте, да, сейчас русский трейлер, короче, откроем. ТГ смотри, ребят, лучше в Дискорде или на Твиче. Я на этом. We've gone to a lot of like abandoned places, a lot of nature ascendant places. Раздача Steel Series, эмблем какая-то у нас есть, скоро на сайте будет. It's a civilization that the people believed in, and it was worth protecting, and it really embodies like the positivity and the hope and optimism that runs at the core of a lot of what Destiny does. So it's a really cool place. I think I'm excited for how different it feels from where we've been before. What Kat and James were saying. I think last year the team was sent on a mission, and we said, can you make a really cool swamp? Здорово, Ян. Можем сделать крутое болото. They were like, okay, we've gotten really good at this like swamp making. I was like, great. Now make a city, right? Like now make like сделайте город. Futuristic, like something that's never been done before in футуристичный, который никогда не был до этого сделан. Minutes before you got there, it was functioning. Чтобы вы поняли, что это до того, как вы до туда доберетесь. Place that we've never been before in Destiny. Это то место, где мы никогда не были до этого в Destiny. Did I see this correctly? Are we getting destructible environments in the game? Дополнение называется «Конец света». В Эпике можно купить Lightfall. Мы спасены! Дустан в России будет жить! Blow like a new path in the level and be able to like take a different route than you thought you could, but it really adds a lot to the mood and stuff to have like these things. Будет массовая миграция в Epic Games Store, получается. Банжи меня тупо погоняло по всем платформам. Сперва, блин, в PlayStation, потом в Steam, сейчас походу в Epic Games Store придется идти. And then suddenly glass is flying everywhere and brands are going right, and that's that moment that we want. And then we're like, okay. Yeah, I think I earned that, those 2 treasure chests for my encounter there. А есть ссылка прямо на страницу? Right. I mean, that's the trick, right? Like, it's a war zone. Ну вот узнаем, Вова, как это будет работать. Если, допустим, я из Steam перееду в Epic Games Store, смогу ли я получить дополнения, те, которые у меня были, или придется заново это все по делу покупать? Просто, если в Epic Games Store FPS не будут проседать в меню, то я такой, Steam... I do. So we talked about a little bit. Tell us more about who we're going to be encountering on Neptune. Who are we fighting? We saw some Cabal.
Yeah, I mean, I think the big thing is, you know, the witness has Потому что это реально затрахало pulled его. in and sent Callus, right? Заново покупать, понял. You know, in classic style, the big pyramid. Про Battle.net забыл. А, точно, Battle.net еще, точняк, спасибо. Что-то стал перестанавливать через Epic. Верни стрим. Сейчас, я тут открываю просто все. То, что вы мне наприсылали. Так, страница в Epic Game Store. У них там пока ничего нету, ребят. Они просто тупо сидят в кругу и трендят. 97% certainty. It's like Callus and not a robot. Okay. Yeah. All right. Yeah. Definitely probably. But yeah, it's so cool because you know, we've been seeing like a ton of stuff going on with like Kayatal and stuff in the past few seasons and things, and we're starting to explore like more of the backstory of like the Cabal, find out more about. Обнова выйдет через 14 минут, ребят. Ну, Russian трейлер, сейчас. В Epic Game Store посмотрим сперва. Все, и потом я их выключу, будем русский трейлер смотреть. Еще стадии есть, точняк. Но на стадии я не был. Speaking of which, like, even though it's 97% Callus. Короче, эмблемка Steel Serious'а, кто там будет в теме потом. Callus got some upgrades. Будет у них там раздача, но... Сука. Надо будет, короче, за этим следить, как она когда она появится. Так, это первое. Второе. В Epic Game Store мы... Как вот это выглядит? Типа дополнение 2399 рублей, если просто оформить предзаказ. 4700 рублей, если делюкс-версия. Ну и как это выглядит, собственно, в самом Epic Game Store? Если у меня нормально тут все обновится. А, во. Destiny 2, дополнение. Блин, реально, Epic Games. Кто бы мог подумать? Так, набор к 30-летию 1049 рублей. А, тут скидочки еще. А, бесплатно сейчас тут есть. Ну-ка. Показать больше. А где тут про бесплатный период написано? Распродажа заканчивается 30.08 в 20:00. Не, походу реально они ее... Это не то, что бесплатно будет это DLC в течение этой недели, а они будут его раздавать в течение недели. То есть, кто успел, тот и съел, получается. Это они заманивают в Epic Games таким вот образом. Бесплатно навсегда. А куда на сайте Steel Series зайти? По-моему, это через Twitter. У тебя и персонажи новые будут. Блин, я надеюсь, через кросс-сейф можно будет связать. Что по удалению контента, что удаляют, ничего не удаляют, слава богу. Они сказали, что не будут удалять контент больше из игры. Блин, ну придется Epic Game Store качать. Что могу сказать? Так, за гранью света 624 рубля, королева ведьма 1019, обитель теней 30. То есть 2 косаря, чтобы всю актуалочку догнать. А где последнее желание? Отвергнутые. А, 339 еще, 2300. Шутка про затариста, да. Ага. Окей. Классическая коллекция Destiny. Подожди, что? А это что еще? А, ну понял, это ссылка на старое все. Окей. А допы из Steam на Lightfall есть в Epic, но в Steam нет. Ну, наверное, еще не открыли. Не, если кросс-сейв будет работать, Джон, а чем Steam не устраивает? Меня лагает меню в Steam уже на протяжении года практически. Из-за того, что френдов там много. Есть в Steam Lightfall? Хорошо. For the Guardian in a bunch of ways. You know, we think of Guardians as the only heroes for the solar system, but the people of Neptune have come up with a different way. And you know, все нормально, ложная тревога, в Steam есть предзаказ. Вот только где? Ссылочку кто-нибудь кидал, ребят? Я пока сейчас не вижу. А, вижу, да. Сейчас сделаем. Сейчас открою. Так. To combat maybe than our sort of like tactical view or mystic powerful view. They're all force all the time. Yeah, it's a beautiful juxtaposition, right? Like
you have the Guardians, as Kat said, that were chosen, like, you know, chosen for immortality but still for defense and protection, versus these cloud striders that opt in. Так, вот он, слева направо. Destiny 2, конец света, плюс годовой абонемент. 4700 рублей. В корзину. Steam на месте. Тут даже трансляция идет, которую мы смотрим. Ну окей, Steam на месте. Джон, на плазме, которую мы показали, рама, стреляющая по горизонтали. Новая рама? Ну, мне поэтому показалось, да, то, что это линейка. Очень похожая на линейку данжа последнего. Разве в РФ не убрали игру? Убрали. Но в Epic Game Store вроде можно. Тут не вижу дополнения в Epic Game Store, киньте ссылку. Кстати, да, есть она? Ну, на Lightfall конкретно. В Epic Game Store можно зайти с помощью Steam со своей учетки, Волан? Дай ссылку на Steam, Джон. Где это у меня? Сука, все кнопки нажал, кроме той, которой надо. Хочешь, со Steam можно предзаказать. А что делать, если можно скинуть, а бот не пропускает? Там случаем нигде нету никакой ошибки, из-за которой игра стоит 1000 рублей где-нибудь. Просто помню, этого они очень часто делали. Все, я ссылку скинул, ребят. Приложение Steam можно купить. Короче, это баг, народ с РФ, покупайте пока можете. Блин. Что по эмблеме, где забрать? Сайт банжа лежит, поэтому пока нигде не забрать. Ожидайте, пока сайт заработает. Когда запустится дополнение, точнее сезон. Оплатить как, олох? Как же ему крюк спасал жизни множество раз. А как ее потом привязать к своему аку? Эмблемку, что ли? Через сайт банжа заберешь. Ждите, ребят, когда там запустится он. Так, что мне в DC еще кинули? Так, это я видел. С эпика игру. Тут говорят, через свой Steam можно зайти. А можно ак в Destiny 2 Steam перевести в EGS? Ответь, пожалуйста. Так я сам не знаю. Ну типа, кросс-сейф должен работать, кроссплей точнее. Я в Steam купил за 4700, деньги списались, надеюсь, не отберут, как в Elden Ring. Окей. Блин, дай попробую, что ли, тоже. The Witch Queen and what we did in the campaign of the Witch Queen, I sort of like to compare that to the Corrupted Strike, right? There's like a little bit of nuance, it's a little bit creepy, there's some mechanics going on, and you get to play with a little finesse, right? Each thing is a little bit surprising. Really what we're doing in Lightfall is a background strike, right? You're like, hey, you want to shoot a lot of people, right? Like, do you want to get in there and fight just a ton of the ball? I think the thing... У меня денег на Steam нет сейчас. Нет. Облом. Пак 30-летия в Steam будет бесплатным или только в EGS? Хороший вопрос. Дайте ссылку, пацаны. You know, like to bring into the Destiny, you know, universe the past couple of releases. Just getting back. О, хотели русские трейлеры посмотреть. Сейчас в издате сидим, долбимся с ссылочками.
Только в ЕГЭ. Что, Russian? А, это Rush было, типа, пушить. Окей. А что такое плюс Annual Pass? Ну, сезонный пропуск. Посмотри, DS скинул Epic, как привязать. Давай посмотрю, спасибо. Handcrafted work that goes into designing these encounters. It's just been so much fun to watch. And honestly, just because Ага, I'm probably the сейчас открою, ребят. Спасибо. I think seeing that, what James is just saying about the love that goes into crafting all these experiences has been absolutely just fascinating and just. Ну, это, считай, делюкс издание или огрызок. По идее, должен быть делюкс. Now having the privilege of honestly working on my absolute favorite game in the world, it's amazing to see how it all comes. А, Ривен, а есть ссылочка прям на Epic Game Store? А, или это та же самая страница? Ладно, сейчас. Поддержка авторов, Fortnite, сетевые службы, правила сообщества. Что я не вижу. I think we're the only Titans, really. I think the biggest problem with being able to see the internal stuff is you see all the armor sets really early, and then you're like, okay, what class am I playing this time? Окей, каким классом я играю, спрашивают. Да это в настройках профиля? А, ну это надо создать аккаунт там. Окей. Короче, вроде как-то можно сделать так, чтобы твой аккаунт Стима подсосался к твоему Epic Game Store. Добавьте свою учетную запись в социальной сети, чтобы найти друзей и зарегистрироваться. Типа Steam, Контакт, Facebook и так далее. Ну, у них это все есть. Окей. Destiny's not going anywhere. I think the easiest Destiny is not going anywhere. Saga is the end of a chapter in a much longer tale, a much longer book or series of books or something like that. Like this is a great moment in time. Да там пока просто ссылка на новость, Влад, то, что это будет. Нам надо будет это отслеживать. Как-то. Джон, не легче будет немного подождать, пока люди купят в Эпике и отпишутся по поводу FPS-ов? Как вариант. Как ощущение, Джон, у меня все горит. Получается, в Твиттере когда-то ее можно забрать будет, но получается так. Ну, как и до этого было у Serious. Все предыдущие дополнения будут доступны в Epic Games? Будут? Да, Мэри, там они уже есть, я же показывал. А что со Steel Series эмблемой? Она когда-нибудь будет потом, ребят, забейте. Там они просто анонс сделали. О, сейчас про Epic говорят. Как ты перенесешь своих друзей из стрима? Так я только что показывал, блин, типа, мне тут скинули то, что можно связать свой аккаунт Стима с Epic. And we're big fans of Epic, we're big fans of all those games. We're super excited today to be able to bring them. Я вот думаю, что проблема сейчас в самой игре, а не платформе. Ну, на консолях у людей такого нету вроде. You know, and also worth mentioning, if you do go on Epic Game Store today and sign up, you do get the 30th anniversary pack that we launched last year for free. Wow. Forever. Wow. I'm super excited to see all the collaborations. 2 минуты до запуска Fortnite, Fall Guys, сезона. All that. But before we get into that, there's some other things. Ну, отдельно в Epic Game Store придется купить. Блин, придется акт создать. Типа, да, можно подождать, но там неделю будет бесплатно, к примеру, пак 30-летия. Блин, я так не хотел в Epic Game Store акт делать. Блин, мне кажется, я ее где-то видел. На какую-то актрису похоже. Вроде пока только в Epic Games. Уже БП нового сезона можно посмотреть. Где? На сайте? Где мы тут есть? I think one of the most exciting things about
LFG is the way the team is approaching it, right? And they want to make sure we have the right foundation because we want a really stellar LFG tool in Destiny. And so, you know, what's coming first with Lightfall is this thing we call Guardian Ranks. And Guardian Ranks for us it's this journey from the absolute new light player all the way to a Grandmaster like PvE All-Star. And you can go through these ranks and it'll show you, hey, here's what you need to do next. Блин, ребята, лучше просто в личку скиньте, я там открою. You should try learning about build crafting. Okay, you should try getting into dungeons. You should try getting into a little bit harder strikes. And we think of that as really as the base. Оформите предзаказ, чтобы сразу получить экзотическое оружие, ртутная буря, нового экзотического призрака, жест, включает конец света, новый рейд, 2 подземелья, которые появятся в 21 и 23 сезонах, новый экзотический перл. Guardian Ranks really is this thing you can say, like, hey, I'm ready. Like, I've done all the stuff that shows I'm ready for the raid. Yeah, and I think between Guardian Ranks and accommodations, we not only have the tools that are hopefully going to say, hey, I know I can build a good raid team in this tool. We also have encouraging people to go down and say, hey, let's take this person on their first raid, right? Let's bring them up. Let's get them up to the next level of Guardian Ranks. And so I'm really excited about how the social team is addressing all these things because really we love the sort of unmatched made content. Займемся, озаботимся, так сказать. Engaging, but we also want to build those tools that are going to allow you to get into that content and say, oh yeah, I've done the raid, right? I've done the, you know, I've gone and mastered some of the cool content. Бля, жестко, Вань. Yeah, I think there's like a lot of cool elements that, you know, like Joe's talking about where it's like, it's showing you what you need to do to, you know, to progress, how to spend your time. Another property I really like about Guardian Ranks is that as you move up, it forces you a little bit out of your comfort zone. You know, it's getting you to try new things. Дополнение, то есть обнову-то уже можно скачать в игру зайти, ребят? Put yourself out there, like 8 вечера. A little more in terms of like, you know, like the aspirational content or trying to do some social things to keep your growth and your journey in Destiny like moving forward at all times and not falling into like these like the same patterns over and over. So there's a lot of just really cool effects having like a Guardian Rank system. Короче, помолчи. Дай посмотреть, что у нас тут. Итак, сезон добыча. Destiny 2 с 23 августа по 6 декабря у нас это дело будет. Серваки переполнены. Хотя презентация, в принципе, закончилась. Давайте мы это сейчас в отдельном ролике рассмотрим все.